Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, сегодня довольно-таки значительный день в плане взыскания, кстати, наказания, точнее, не взыскания, да, и взыскания и наказания России за содеянное. Итак, друзья мои, сегодня во Франции окончательное решение Парижского, так называемого Парижского трибунала против России. Да, значит, судебный трибунал Парижа признал и разрешил принудительное, внимание, слово принудительное, исполнение вердикта, вынесенное в апреле 23 года еще судом в Гааге. Согласно решению, Россия обязана выплатить украинской компании, государственной компании «Нафтогаз» 5 миллиардов долларов в качестве компенсации за захват активов на полуострове. Ты дышь. Да. Итак, что позволяет сделать вот это решение суда? Прежде всего, является ли оно окончательным? Да. Вот то решение суда в Гааге, оно было не окончательным, да, оно признавало то, что «Нафтогаз» выиграл, но в плане взыскания нужно было решение вот этого Парижского трибунала, где мы сможем конфисковать рашистскую собственность на территории Франции. Друзья мои, этого немало. Там этой самой рашистской собственности до и больше. Начиная хотя бы от здания посольства России. Это российская собственность или нет? Да, его можно конфисковать. Я вам скажу, тут простор для деятельности очень большой. Когда у тебя есть решение такого трибунала, тут ты просто... Что ты делаешь? Ты просто приходишь в соответствующие органы французские. Ты не, как вам сказать, ты уже не должен судиться с ними. Ты должен просто доказать, что вот это здание, да, получить точнее выписку, что это здание принадлежит Российской Федерации, либо же юридическому лицу, которое является на 100% государственным, или там на большей части государственным в Российской Федерации, и просто-напросто конфисковать его. Конфисковать его в счет погашения вот этой самой задолженности. Само собой разумеется, друзья мои, что Россия откажется исполнять вот это решение. То есть она не будет выплачивать эти 5 миллиардов и так далее, откажется, да? А что это значит? В свою очередь это означает то, что будут идти проценты. И, собственно говоря, долг будет расти, только расти. И тут вообще замечательно. Я еще раз предлагаю всем вспомнить, была такая фирма Нога, да, известная, которая когда-то вырванные годы сделала Советскому Союзу за 20 миллионов долларов. Помните, тогда арестовывали советские пароходы, советские корабли, тогда даже боялись возить советских советских государственных деятелей на, скажите мне, на Запад, чтобы не конфисковали самолеты, т.д. и т.п. Это целая история была. А тут 5 миллиардов. Вот. Я вам сразу скажу, что... Да, дальше. Вот та сумма в 300 миллиардов долларов, которая там в разных банках за границей. Я сейчас не готов сказать, сколько из них находится, из этих миллиардов, на территории Франции. Вот. Но, в принципе, они тоже там есть. Это государственные российские деньги. И с таким решением трибунала их можно постричь абсолютно запросто. Абсолютно. Большая часть этих денег, насколько я знаю, она находится в Бельгии. Потому что там Евроклир, вот этот вот происходит расчетный центр, и там большая часть денег в Бельгии, но какая-то часть находится в том числе и во Франции. Поэтому это тоже момент. И вообще во Франции Россия в свое время понакупила очень много различной недвижимости, которую, сейчас просто грех не пощипать. Это же наше, родное. Рашисты к нему больше никакого отношения не имеют. Вот так вот, друзья мои. Да, и большой привет рашистам. Ваш Путин, конечно, просто гениален, да? Гениален. Но тут еще один момент, надо поспешить, потому что, смотрите, сейчас там в финальных стадиях находится решение по ЮКОСу и Ходорковскому, уже исполнительное решение, да, чтобы там, тоже начать конфискации. А там сумма еще будет, там, по-моему, 50 миллиардов долларов, да? Вот, то есть, чтобы мы с ними не вступили, как говорится, в клинч. Вот, потому что тут уже будет кто раньше, тот и прав. Потому что, кто быстрее подает на, скажем так, какую-то недвижимость, тот ее и заберет.
Поэтому надо вот буквально моментально начинать. И вот Роман Чумак, чуть не сказал Чувак, ну хай будет Чувак, хоть Чувак, хоть Чумак, все равно. Это гендиректор «Нафтогаза» заявил следующее. Наша команда использует все доступные юридические механизмы, чтобы добиться исполнения решения и привлечь Россию к ответственности за ее незаконные действия. Да, ну, в переводе на простой язык, будем конфисковывать у них все, что только сможем, все, до чего руки дотянутся. Что сейчас нужно делать? Нужно просто нанимать частных детективов, сыщиков всяких и так далее. Просто пробивать абсолютно все, что есть во Франции, все, что принадлежит российскому государству в той или иной степени, это вот в пределах вот этой суммы надо немедленно забирать, как говорится. Вот. Оно им все равно уже не понадобится, там о России мы говорим, хрен с ней, может даже и в прошедшем времени. Вот. А нам все пригодится, нам же Украину еще строить, поймите правильно.